Добро пожаловать на канал Рецепты из тетради. Сегодня я предлагаю приготовить франконское шойфеле с кнедликами. Полный перечень ингредиентов, а также краткую инструкцию по приготовлению вы, как всегда, найдете в описании под видео. Для приготовления шойфеля нам понадобится 2 кг свиной лопатки, обязательно с косточкой и шкуркой. Сразу оговорюсь, что желательно использовать лопатку, предварительно разделенную на порционные куски, каждый весом около половины килограмма. Мне привезли такие большие куски, поэтому пришлось готовить из того, что есть. В первую очередь делаем на шкурке неглубокие ромбообразные надрезы со сторонами не более 1 см. Здесь важно не перестараться и ограничиться надрезами именно шкурки, практически не углубляясь в подкожный жир. Когда шкурка на всех кусках лопатки надрезана, берем соль по вкусу и натираем солью все куски мяса, особое внимание уделяя шкурке. Затем берем 1,5 чайной ложки черного перца, желательно горошком, и 1,5 чайной ложки тмина. И перец, и тмин перетираем в ступке, чтобы получилась фракция среднего размера. Подчеркну, что специи предпочтительно использовать свежего помола, но за неимением таковых подойдут и уже готовые магазинные. Очень важный момент. Куски лопатки натираем молотыми специями только по бокам, стараясь, чтобы они не попали на шкурку. В противном случае специи могут сгореть и будут горчить, что нам совершенно не нужно. Подготовленное таким образом мясо пока отставляем в сторону. И ставим на огонь сковородку, в которую наливаем 3-4 столовые ложки растительного, предпочтительно оливкового масла. В разогретое масло добавляем 150-200 граммов крупно нарезанного лука, 150-200 граммов крупно нарезанной моркови, 2-3 стебля крупно нарезанного сельдерея, по желанию и по вкусу крупно нарезанный острый перец и по желанию 5-6 зубчиков чеснока. Периодически перемешивая овощи, обжариваем их до золотистого цвета. Но постарайтесь не пережарить, чтобы потом не получить соус, который будет горчить. Обжаренные овощи перекладываем в толстостенный казанок. У меня это повидавшая виды чугунная гусятница объемом 2 литра. Сверху на обжаренные овощи выкладываем подготовленное ранее мясо, обязательно шкуркой вверх. Затем вливаем в казанок 150-300 мл любого бульона. У меня это уже подсоленный бульон, оставшийся от приготовления зельца из рульки. Также нам понадобится 250-300 мл темного пива. Рекомендую выбирать пиво не самое дешевое и обязательно то, вкус которого вам нравится. И бульон, и пиво старайтесь наливать так, чтобы жидкость не попадала на шкурку мяса и не смывала с нее соль. Теперь накрываем казанок крышкой и отправляем мясо в духовку, разогретую до 170-180 градусов, где оно будет томиться на протяжении 2-3 часов. А в это время можно заняться кнедлями. Для их приготовления нам понадобится 700-800 граммов уже отваренного и охлажденного картофеля, который нам прежде всего нужно превратить в однородное пюре. В картофельное пюре добавляем 1 яйцо и слегка перемешиваем его с картошкой. Затем берем 300-400 граммов муки и, постепенно ее добавляя, замешиваем мягкое и практически не липнущее к рукам тесто. Сначала с помощью ложки, а потом уже и руками. Отмечу, что можно не стараться вмешать сразу всю муку. Как только вы добились того, что тесто перестало липнуть к рукам, можно останавливаться. Лучше потом, после того как тесто полежит, еще домесить в него муку, чем сделать его жестким и резиновым. Готовое тесто заворачиваем в пищевую пленку и оставляем на 15-20 минут, чтобы оно отдохнуло. В это время ставим на огонь сковородку и добавляем в нее 20-30 граммов сливочного масла. Когда масло растопится, добавляем в сковородку 150-200 граммов белого хлеба, нарезанного небольшим кубиком. И периодически перемешивая, обжариваем хлеб до золотистого цвета. Затем снимаем сухарики с огня и оставляем их на столе до полного остывания.
За это время тесто отдохнуло, поэтому припыляем мукой рабочую поверхность, а потом выкладываем на нее отдохнувшее тесто. Если необходимо, домешиваем муку, чтобы тесто снова стало мягким, но не липнущим к рукам. Для удобства я делю тесто на две части. Одну часть пока откладываю в сторону, а из второй части формирую колбаску, которую затем разрезаю на 7-8 частей. Переносим поближе к рабочей поверхности остывшие сухарики. Также мне нравится добавлять в кнедли немного, буквально 100-150 граммов, нарезанного небольшими кусочками сыра бри, но это исключительно по желанию. Теперь начинаем формировать кнедли. Берем кусочек теста и расплющиваем его в лепешку. На центр лепешки выкладываем немного сухариков и 1-2 кусочка сыра. Соединяем края лепешки и защипываем их, чтобы начинка оказалась внутри. Руками слегка уплотняем кнедлю, одновременно с этим придавая ей круглую форму. А затем обваливаем в муке и выкладываем на поверхность, также припыленную мукой. По такому же принципу формируем кнедли из оставшегося теста. Готовые заготовки кнедли пока отставляем в сторону. Теперь самое время достать из духовки шойфеле, которое томилось у меня почти 3 часа. Достаем мясо из казанка. И здесь наглядно видно, почему желательно использовать порционные небольшие куски, которые гораздо проще доставать без ущерба для их целостности и аппетитного внешнего вида. У меня один кусок таки немного поломался, но потом все удалось исправить. Процеживаем через сито бульон, в котором тушилось мясо. А в опустевший казанок снова возвращаем уже растушенные куски мяса. Опять-таки обязательно шкурка вверх, которую нам нужно сделать хрустящей. Поэтому сбрызгиваем шкурку пивом и, не закрывая казанок крышкой, отправляем шойфели опять в духовку, где шкурка будет сушиться при температуре 200-220 градусов на протяжении 15-30 минут. В это время ставим на огонь кастрюлю с водой, добавляем в нее соль по вкусу и доводим воду до кипения. Пока вода закипает, займемся соусом. Бульон, в котором тушилось мясо, переливаем в кастрюлю или сковородку и ставим его на огонь. Пока бульон закипает, берем 1 столовую ложку крахмала, у меня кукурузный, и добавляем в него 1 столовую ложку воды. И тщательно перемешиваем, чтобы крахмал полностью растворился. Вместо крахмала для загущения соуса можно использовать и муку, но тогда соус получится мутным. Получившуюся смесь аккуратно вливаем в закипевший бульон и, не прекращая активно его перемешивать, провариваем бульон на протяжении 2-3 минут. Выключаем нагрев и отставляем пока готовый соус в сторону. К этому времени вода в кастрюле закипела, поэтому берем наши будущие кнедли и по одной осторожно опускаем их в кипящую воду. Аккуратно шумовкой слегка перемешиваем содержимое кастрюли, стараясь не касаться самих кнедлей. Ждем, когда кнедли всплывут, и варим их на небольшом огне на протяжении 5-6 минут. Моя лопатка по-франконски уже готова. Как вы видите, шкурка хорошо подзолотилась и стала хрустящей. Если вы любите шкурку позажаристей, то держите шойфели в духовке дольше. Пару раз шкурку можно дополнительно сбрызнуть пивом. Выкладываем наши шойфели на блюдо. Обильно поливаем его сверху пивным соусом, который мы ранее приготовили. И достаем из кастрюли уже готовые кнедлики, которые выкладываем рядом с мясом прямо в соус. По желанию украшаем мясо и кнедли зеленью и наслаждаемся невероятно вкусным и ароматным мясом, которое можно есть буквально губами, закусывая его хрустящей шкуркой и невероятно нежными картофельными кнедлями. К слову, сухарики в кнедлях играют очень важную роль. Они впитывают соус, делая вкус блюда максимально ярким. А сыр, кстати, придает кнедлям очень приятное сливочное послевкусие. Обязательно приготовьте это достаточно простое и добротное, но невероятно вкусное и сытное блюдо. И я уверена, оно станет постоянным гостем на вашем столе. Не забывайте ставить лайки, если вам понравился этот рецепт. И, конечно же, подписывайтесь. У меня в тетрадке еще много вкусных и интересных рецептов, которыми я с радостью поделюсь. Мира всем нам, здоровья и чистого неба над головой. Берегите себя и своих близких. Приятного аппетита
и до новых встреч!